Всем привет! Вы на канале Будапештки. Меня зовут Евгения Кири, я гид. В этой подборке 7 венгерских групп, которые понравятся каждому. Планируете сходить на концерт в Будапеште? Хотите познакомиться с венгерской сценой? Хотите услышать, как звучит венгерский язык? Это видео для вас. Все, что окружает меня в моей жизни, в любом случае связано с музыкой. Я ее очень люблю. Она сделала меня тем человеком, кем я сейчас являюсь. Для каждого события у меня есть свой саундтрек. Я ассоциирую определенную музыку с определенными людьми. Я ярко и четко помню, какие группы, где и когда я влюбилась в эти группы, которые я слушаю, там уже 10-15 лет. Поэтому я думаю, что для вас не станет большим открытием тот факт, что и венгерскую музыку я очень люблю, и она занимает большое место в моем сердце. Во-первых, в венгерский язык я влюбилась, будучи на концерте. Во-вторых, я верю в теорию погружения в атмосферу языка, который ты изучаешь. И в-третьих, венгерская музыка всегда дарила мне мотивацию и поднимала настрой в те времена, когда казалось, что язык я выучить не смогу, и это все нереально трудно. Уже 10 лет в моих плейлистах весь сок местной сцены, и сегодня я поделюсь им с вами. Неважно, изучаете ли вы венгерский язык, неважно, понимаете ли вы, о чем песня, неважно, какие музыкальные стили вы слушаете. Эта подборка субъективна, она основывается только на моем личном мнении, в моем отношении к этим группам, но я всего лишь хочу вам показать, какие таланты есть на венгерской земле. А еще в этом видео я расскажу вам про 3 клуба, куда обязательно стоит сходить на концерт. А38 – это пришвартованный к Будайскому берегу за мостом Петофи корабль с прекрасным названием Артемовск-38. С 2003 года бывшее украинское судно переоборудовано под концертную площадку на 750 человек. На среднем уровне ресторан и галерея, на верхней палубе мероприятия проводятся в теплый сезон, а внизу концертный зал. А38 невероятно душевное место, я постоянно хожу сюда на концерты. Дунайский бриз, хороший звук и исключительная атмосфера. Что еще нужно для качественного отдыха? В клуб А38 я рекомендую сходить на группу Жагар. Если венгерская электронная музыка стоит на 3 китах, то один из них 100% Жагар. Эта культовая группа стала известной еще в 2001 году. Сейчас на их счету уже 7 альбомов. Их мелодии используются в качестве саундтрека к сериалам, к фильмам, к местным, к американским. Жагар – это эпоха, где, развиваясь и плавно перетекая из одного стиля в другой, ребята держат качество на высочайшем уровне и радуют слушателей интересными коллаборациями. У меня песня Without Shades стоит уже лет 10 на будильнике, я очень люблю эту группу. Обратите внимание на группу, которая называется Платон Каратаев. Это умиротворяющая музыка с русскими корнями. Да-да, персонаж «Войны и мира» настолько повлиял на мировоззрение солиста группы, что она названа в честь Платона Каратаева. Прозрачность, простота, чистота и истина – основные характеристики второстепенного героя поэмы Льва Толстого подарили вдохновение 4 венгерским парням использовать эти же качества в своей музыке. В описании к ролику я оставлю ссылку на интервью, которое я взяла у солиста группы Георгио. Обязательно почитайте, ребята очень-очень классные. I shed my faith in red. I'll leave it there. I'm not saying that I'm right, just an ocean fell out of my eyes. Следующее заведение в моем списке – Будапешт Парк. Эта концертная площадка подарит вам ощущение мини-фестиваля.
Огромный танцпол на 10 тысяч человек, огромная сцена, масса вариантов по еде, по напиткам, у них даже свой KFC внутри есть, своя камера хранения, десяток VIP-террас. Все это Будапешт-парк. К сожалению, в прошлом году было довольно мало концертов, поэтому сцена сейчас разобрана, но мы видим, что жизнь какая-то внутри присутствует, а значит, скорее всего, скоро начнутся концерты. Будапешт-парк – сезонная площадка, она работает только с конца апреля и до конца сентября. Выступают здесь все сливки венгерской сцены и все привозные группы. Праздник на этой концертной площадке не заканчивается концертом. После них обычно еще ретро-дискотека до 5 утра. И здесь все то, на чем мы росли. От Рамштайна и до Sum 41. Сюда, в Будапешт-парк, стоит идти ради группы Bohemian BTS. Очень крутая группа, я ее очень люблю. Она выступает в стиле джипси-панк, фрик-панк. Но чтобы понять, что из себя представляет группа, нужно знать определение слова «битьяр». В середине 19 века так называли разбойников, которых потом в венгерской культуре романтизировали. Эдакие венгерские варианты Робин Гуда, но у меня почему-то стойкая ассоциация с бременскими музыкантами. Обязательно послушайте группу, очень живая, очень классная. Körbefont alánynak haja, míg más városoknak zaja. Oly nehéz így most dönteni, maradnom kéne vagy elmenni. Hisz jól vagyok épp a jelenbe, de vágyok ismeretlenre. Ösztönöm súgja, indulj el. Áj, na, 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 szólj a hátszél. Áj, na, 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 még összefúj a szél. А еще возьмите на заметку группу Фран Палермо. Это динамичный инди с активной перкуссией и с духовыми. Я обожаю Фран Палермо. Их песня «Реквием 21» в моем плейлисте в дороге перед работой. И если видите меня в общественном транспорте танцующую, то будьте уверены, что в наушниках будут именно Фран Палермо. Это одна из самых качественных групп в Венгрии, музыку, которую можно услышать не только на концертах или в записи, но и во всех современных фильмах и сериалах. И у меня есть подозрение, что солист этой группы где-то работает в сфере продакшена. На втором трамвае мы едем в центр города, к клубу «Аквариум». В нем я бываю чаще всего. Кстати, становитесь моим патроном и получите возможность голосовать и выбирать тематики для следующих видео. Patreon – это ежемесячная площадка. Регистрируясь там, вы можете выбрать определенную сумму, которая ежемесячно будет списываться с вашей карты. Обычно это происходит в начале месяца. Подписку вы всегда можете отменить, это не навсегда. Вы можете поддержать меня единоразово, ссылку на PayPal я оставлю в описании. Ну и самая главная поддержка для меня – это ваши рекомендации. Я обожаю Венгрию и хочу, чтобы все знали, что это чудесная страна. Если вы были в Будапеште хоть раз, вы видели клуб «Аквариум». Он расположен прямо в центре города, но под землей. Поэтому вы точно его видели, но, скорее всего, не знали, что это клуб. И точно не знали, что за история с ним связана. Когда-то давно в Будапеште было помпезное здание Национального театра. Потом его снесли, потому что прокладывали вторую ветку в метро после войны. Потом решили построить нацтеатр в центре города, здесь, на площади Эржебет. Потом раскопали котлован под фундамент, а потом закончились деньги. Некоторое время котлован украшал центр города, а потом проект нацтеатра сменился к 2000 годам на проект Дома культуры под землей и уровневой парковки. Потом парковку построили, а Дом культуры превратился в андеграундный клуб Gödör – Яма. Смена владельца и имиджа к 2012 году подарила площади мини-водоем, сюда еще утки, кстати, иногда с Дуная прилетают, а местным жителям подарила 2 концертных зала вместительностью почти 2000 человек. Это очень популярное место.
Сюда, в аквариум, приходите на концерт группы Blaha Louisiana. Это поп-соул группа с невероятно интересным женским вокалом. Полюбились они публике буквально сразу после первой песни. А через год после своего существования они играли на разогреве у Марчиба. На данный момент у Blaha Louisiana 3 студийных альбома. На моих музыкальных радарах группа не светилась долгое время, потому что у нее довольно много англоязычных песен, а в моем методе изучения венгерского языка я всегда сконцентрирована была более на венгроязычные группы. Но буквально во время карантина я наткнулась на клип, и мне настолько понравилось, что теперь Blaha Louisiana будет во всех моих списках. Послушайте и вы. Еще запишите в себе в список группу Middle Mistread, но будьте аккуратны, их меланхоличный психорок вызывает привыкание. Я пару раз была на концертах Middle Mistread и заметила интересную такую аудиоиллюзию. Голос вокалиста настолько проникновенный, что кажется, что он поет лично для тебя или, может быть, именно о тебе. Я не исключаю, что эти эмоции испытываю только я, но все же сходите на концерт и убедитесь в моих словах. Если вдруг вы хотите познакомиться с венгерской музыкой без слов, без вокала, я рекомендую послушать именно диджея Butsi. Он начал сольный проект с интересной комбинацией смеси электронщины и элементов национального фольклора. И сейчас, спустя 4 полноценных альбома, он продолжает удивлять нестандартным подходом. Рекомендую сходить на концерт диджей Butsi Trio. Там он выступает с ударником и с саксофонистом. Обязательно послушайте по 2-3 песни каждого исполнителя. Ссылки я оставлю в описании. Определите для себя, кто вам понравился больше всего. И когда приедете в Будапешт, обязательно сходите на концерт. Местные группы дополнят неповторимую венгерскую атмосферу вашего путешествия, а публика в клубах, возможно, даст ответ на ваш вопрос, какие они, венгры. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. До новых встреч! Viszontlátásra!